Как вы думаете, что опаснее? Полежать после еды или пройтись? Большинство людей уверены, что ответ очевиден. Но именно здесь кроется одна из главных ошибок, влияющая на вес, уровень сахара, работу желудка и даже риски серьезных заболеваний. После еды мы часто действуем автоматически. Кто-то сразу падает на диван, кто-то идет мыть посуду или выгуливать собаку. Кажется, что разницы нет. Но на самом деле разница огромная. И прямо сейчас мы разберемся, кому полезно полежать, кому лучше пройтись, а кому категорически нельзя делать то, что делают почти все. Начнем с самой банальной привычки – есть стоя или на бегу. Многие думают, ну какая разница, встал или сел, главное, что я ем. Но исследования показывают обратное. Когда человек ест стоя, мозг воспринимает это как перекус, и сытость держится намного меньше. Вы можете съесть ту же порцию, но стоя проголодаетесь быстрее, чем сидя. Плюс еда, съеденная на бегу, обычно усваивается хуже. А если растянуть прием пищи, например, на 30 минут, то насыщение держится заметно дольше. Так что простая формула – есть стоя, отстой. Хотите меньше переедать, садитесь и ешьте спокойно. А теперь другой миф. Полежать после еды – это плохо. На самом деле не всегда. Ученые доказали, если лечь после еды, пища задерживается в желудке примерно на треть дольше. Переваривание идет лучше, чувство сытости сохраняется дольше. А если сразу встать, еда покидает желудок почти в 2 раза быстрее. В результате вы быстрее проголодаетесь и снова потянетесь к перекусам. Поэтому для тех, кто страдает от постоянных перекусов, посидеть или даже немного полежать после еды – это реально полезно. И еще один важный момент. Если у вас часто бывает вздутие и газы, то вскакивать после еды – худшее решение. Когда пища выходит из желудка слишком быстро, она хуже переваривается, и это усиливает газообразование. Решение простое. После еды лучше посидеть спокойно, а если есть возможность – полежать. Так пища переварится лучше, и живот не будет бурлить. А вот для другой группы людей сидеть или лежать после еды прямо вредно. Это люди с диабетом, предиабетом, высоким сахаром или наследственной предрасположенностью к диабету. Исследования показывают, если после еды хотя бы стоять, а еще лучше ходить, то уровень сахара в крови поднимается меньше. Даже при одинаковой еде у сидящего человека сахар вырастет выше, чем у того, кто пошел прогуляться. Так что если уж съели что-то сладкое, торт, мороженое, пирожное – лучший способ снизить вред – пройтись 15-20 минут. Теперь о самом опасном – позднем ужине перед сном. Если вы едите меньше, чем за 2-3 часа до сна, то риски онкологии реально растут. У женщин – рак груди, у мужчин – рак простаты. Причем в 2-3 раза. У молодых людей организм справляется легче. Но после 50 это уже критически. Что делать, если по-другому никак? Например, пришли с работы поздно и поужинали прямо перед сном. Выход есть – прогуляться хотя бы полчаса. После этого можно спокойно ложиться спать, и риски не увеличиваются. Плюс прогулка снижает вероятность изжоги. Если у вас часто бывает изжога, то правило «поел и лег» самое вредное. Когда вы ложитесь, давление на желудок растет, и кислота легче попадает в пищевод. А вот прогулка или хотя бы стояние после еды помогают снизить это давление и уменьшают риск жжения. Давайте соберем все вместе. Хотите дольше быть сытыми? После еды лучше посидеть или даже полежать. Страдаете от газообразования? Сидите спокойно, не бегите. Есть диабет, предиабет или высокий сахар? Обязательно походите. Поздний ужин? Прогуляйтесь не меньше 30 минут. Частая изжога? Забудьте про «поел и лег», для вас движение – лекарство. То есть универсального правила нет. Все зависит от вашего состояния и целей. А теперь вопрос к вам. Что вы чаще делаете после еды? Сидите, лежите или идете гулять? Напишите в комментариях. Будет интересно посмотреть статистику. Если видео оказалось для вас полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим выпуском с друзьями. Так мифов станет меньше, а знаний больше.